Здорово всем привет, друзья! С вами, как всегда, грузин, который живет на Марсе, ездит неизвестно куда и снимает много интересного. Очень много ли у нас сейчас в стране новых седанов D-класса? Я думаю, ответ на этот вопрос вы знаете. Все стараются снимать, вернее, покупать паркетники. Он выше, удобней. Но есть немногие такие, как я, которые предпочитают седаны. Я вот очень люблю седаны. Мне нравится, как седан управляется по трассе. Вообще, в целом, как себя ведет автомобиль. Мне кажется, седан — это самая оптимальная история. Ну и седан, конечно, хочется не Б-класса, да, а седан Д-класса. Широкий, большой, вместительный, где вся семья может сесть. Вы себя чувствуете комфортно за рулем. Как много таких в стране у нас? Сейчас, наверное, практически нет. Я до своего отпуска снимал Волгу, друзья, если помните, да, мы приезжали вот сюда в салон и снимали Волгу, которая К50. Сегодня мы будем снимать Волгу, которая С50, седан. Она вот стоит черная, вернее, белого цвета. Да, понятно, что давайте сразу, всем все знают, что это Geely Preface. Geely Preface я в своей жизни не снимал, но я на нем ездил на тест-драйве. Крутой автомобиль. Но мне показался на тот период, 2 года назад, когда я его снимал, он мне, не снимал, вернее, я на тест-драйве ездил, он мне не очень зашел. Сейчас посмотрим по поводу Волги, какая машина это, что за машина. Ну, я думаю, будет интересно. Погнали, друзья, смотреть. Вот она стоит. Красивая тестовая Волга. В белом цвете. Автомобиль в белом цвете всегда кажется больше. Больше за счет визуальной части. В черном, конечно, тоже Волга смотрится. Спору нет. Волга — это Geely Preface. Как ни назвать, каждому свое. На мой взгляд, очень даже ничего. Пойдемте в салон, друзья. Вот все Волги уже здесь. Манджаро. Бывший Манджаро. Так, в салоне, смотрите, новая Волга. Так, с чего начнем? Начнем давайте с цены. Сколько стоит новая Волга? Я слышал, что в базовой комплектации она на 300 тысяч стоит дешевле, чем Geely Preface. И цена данного автомобиля 2 900. 2 900 с учетом выгод. Так, трейд-ин. 100 тысяч за трейд-ин. Так она стоит 3. Это что за у нас комплектация? Комплектация. Непонятно. Думаю, если 150 сил, кстати, для нашего рынка дефорсированный мотор. Тот же самый, который стоит B4, по-моему, на Volvo и на Geely Preface 200-сильный. Стал здесь 150 сил. Вот такой интересный автомобиль. По цене мы разобрались. Давайте посмотрим, что под капотом. Уже частично я проговорил, конечно, про это. Да, за 3 миллиона есть газовые упоры. Это классно. Есть шумоизоляция. Так, резинка. Да, и резинка есть, чтобы грязь не попадала. Так, мотор этот 2 литра 150 лошадиных сил. B4 204, типа от Volvo. Как-то мы разбирали City Ray. Тут от Volvo, конечно, наверное, одно название, но в целом и пиар, наверное, какой-то. Что еще важно, наверное. Не знаю, если нам сейчас менеджер придет, вопрос. Так, бачок вмешает 4,5 литра незамерзайки. Так, как вы думаете, уровень масла? Помните, у меня у друга Артура, он себе купил Geely Akavanga, и уровень масла там можно померить только электронно, щупа нет. И на Akavanga щупа, уровень электрический, который постоянно обманывает. Как вы думаете, здесь так же? Напишите, что думаете на эту тему. Здесь я щупа не увидел, где он. И вообще такая же история. Понятно, что он электронный. Такая же ли история или нет, как у Akavanga. 7-ступенчатый робот. Тоже робот, знаете, с историей. Типа ставился на Mercedes когда-то, на Мини. Не знаю. В общем, по-моему, не на Мини, а на Mercedes. Свой робот. Тоже быстро едет, нормально. Значит, по поводу надписи Волги. Меня все бомбило, почему она на английском. Где олень,
Где значок? Его нет и не может быть. Почему? Потому что это Волга номинально называется Волгой. Никакого отношения к заводу ГАЗ, где делалась настоящая Волга, не имеет. Они просто снимают площадку, арендуют на заводе Волга и назвали английским названием Волга. Но по факту отношение к настоящей Волге не имеет никакое. Вот чтобы не было путаницы. Что очень многие думают, вот, возрожденная Волга. Ничего подобного. Это отношение к группе ГАЗ, да, там и значка Волги. Поэтому у него и нет ни оленя, ни значка. Так, с подкапоткой разобрались. Давайте посмотрим теперь по багажнику. Так, как думаете, где кнопка открытия багажника? Никогда не найдете. Особенно, когда машина грязная. Нету, конечно, электропривода никакого. Ну, это же мало 3 миллиона рублей. Большой багажник, 500 литров размер багажника. Спасибо, что ворсовый внутри. Но посмотрите, насколько маленькая погрузочная зона. Ну, то есть, конечно, возможно, она и не маленькая. Но там я мысленно сравниваю со Шкодой, багажник Шкоды. Но догадка, инструменты, больше ничего. Но хороший багажник, хороший, много чего может поместиться. Я бы сказал, что багажник похож на багажник Mazda 6. Он такой глубокий и длинный. Есть ручка, и больше про это, наверное, рассказать нечего. Ну да, конечно, стильная машина, честно. Реально стильная. Так, бесключевой доступ на 2 дверях. Здесь и на водительской. В базе 17 диски. Ну, тоже неплохо. Она очень красивая, но согласитесь, внешне просто пушка. 80. Значит, 1880 ширина автомобиля. Расстояние между колесами 2800 и 4,8 метра. Она почти в длину. Ну, как бы большой автомобиль, но реально D-класс. D-класс. Так, задний ряд. Значит, музычка. Что интересные вот эти, конечно, открывашки, не знаю откуда. Вот, помните, я вам говорил, что все строят. Так, изофиксы. Изофикс. Есть защита от детей. Ключом надо перевернуть. Так, отдельных под изофикс нету. Вернее, такие, знаешь, откидные крышки бывают. Вот, есть, можно ставить. Опа! Что мне нравится, так это черный потолок. Конечно, это кайф. Так, что у нас есть на заднем ряде? На заднем ряду у нас музыка, понятно. Знаете что? Интересно. Есть подлокотник. Ну, помните, я вам говорил, что автомобили сейчас современные стали делать для двоих на заднем ряду. Не для троих, а для двоих. Мне нравится, что здесь черный потолок. Вы знаете, маленькие сиденья. Вот ощущение, как будто вот они детские. Как будто бы вот сделаны или для маленьких китайцев. Ну, вот как-то так. Понятно, что здесь все подушки безопасности. Сзади обогрев сидений есть задних. Вот. USB есть. Выход печки и кондиционера. Индивидуальный свет. Что немаловажно, наверное. А так, в целом, не знаю. Ну, честно, мне нравится. Но вот посмотрите, как я в ней сижу. Я сижу в ней, как бы у меня еще есть чуть-чуть места над головой. Впереди тоже место есть. Ну, конечно, я сиденье еще не двигал, так как под себя. Да, вот здесь еще полочка какая-то есть интересная. Вот. Собственно говоря, вполне прилично и комфортно. Можно ехать. Музыка. Ничего вам дополнительно ставить не нужно. Планшет а-ля Tesla. Пойдемте вперед, ладно. Есть вещи, которые вот мне странные. Во-первых, чтобы открыть дверь. Ну вот. Как-то так. Чтобы найти ручку, за что схватиться, она где-то вот здесь. Очень как бы практически не видно ее. Ну это так, придирки. Давайте за руль. Так, электронное сиденье. Это хорошо. Да. Ну, видно, что это Geely. Дорого-богато. Здесь все материалы, все подогнаны. Качество сборки Geely. Хорошо, что они не пошли по пути москвича и не взяли какой-нибудь дешевый автомобиль, да, там, китайский, и в 2 раза дороже его продают. Он и префейс стоит достаточно дорого. Так,
Из того, что мне нравится, беспроводная зарядка, мне очень нравятся вот такие темы. У меня они стояли в Mazda 6. Так, раз, два. Так, драйв мод, переключение скоростей, визуальные кнопки, аварийка, кондей, музыка, плюс-минус, супер. Так, здесь у нас что? Ну, не самый маленький, я бы сказал, бардачок. Черный потолок, это кайф. Свет есть, свет есть. Супер. Ну, понятно, что здесь датчик дождя, света, всего. Круиз. Очень-очень неплохо для базовой комплектации. То, что мне нравится. Помните, друзья, обычно я на это всегда внимание уделяю. Регулируются ремни безопасности. Регулируется руль. То есть, ну, как хотите. Вот, пожалуйста. Руль обшит кожей. За это платить дополнительно не нужно, как ни странно. Вот, круиз, старт, стоп, планшет пока выключен. Так, вот такой автомобиль, наверное, никого и не удивлю. Да, там, давайте прокатимся на тест-драйве. Там, наверное, скажу пару слов. Так, друзья, ну что, мы на тест-драйве. Почему-то он показывает, что я не пристегнут. Или это пассажиры не пристегнуты? Я пристегнулся. Вон. Вот. Ага. Тут на тесте 2-литровая, уже 200 сил, максимальной комплектации. В целом, как и в префейсе, когда я его тестил, здесь не так много места внутри, как кажется снаружи. Но это D-класс. Хотя, на мой взгляд, это не D-класс, это растянутый C-класс. Elantra, Skoda Octavia, вот по салону. Хотя я могу, конечно, ошибаться. А у них в базе всегда черный потолок, да? Да. Кайф. Как здесь приятно пахнет. Мои родные люберцы, да? Скажите, CarPlay у них базовый, да? Уже комплектации, наверное. Мы даем коробочку специальную. А, нет. Ну, понятно. А из опций таких вот интересных что-нибудь? Вот сейчас нашего зрителя ничем не удивишь. Все знают. Из особенностей что-нибудь такое. Мы можем выехать или нет? Вот за трейдинские машины. Угу. Как по шумоизоляции она? Хорошая, достойная. Порядка Камри. Понятно. Порядка Камри. Ну, Камри, если кто знает, я думаю, знает, тоже шумоизоляция так себе. У Mazda 6, допустим, хорошая шумоизоляция. Тут тоже, конечно, по-дебильному реализовано. Здесь переключение, здесь дворники а-ля Mercedes. Ну, кому что нравится. Сколько гарантия на них? 5 лет, либо 150 тысяч. 5 лет, либо 150 тысяч. Сколько в среднем ТО стоит? Здесь заднюю, там не выйдем. Ага. Да, друзья, смотрите, камера 360 во всей красе. Куда хотите, покажет вам. Ну и, кстати, качество очень даже неплохое, на мой взгляд. Вот. Скажите, их собирают, понятно, что в Нижнем Новгороде. Да, крупноузловая сборка. Все верно. Я про Волгу своим зрителям рассказал, что почему тут нет оленя, потому что это на самом деле никакая не Волга. Как бы они просто снимают цех у ГАЗа, и отношение к группе ГАЗ не имеют никакое. Все верно. Поэтому это Волга так, английское название и не более. Но в целом можно усесться удобно. Как и тогда мне не нравилось здесь маленькие сиденья, как будто для маленьких китайцев. Не как будто, а в целом так и есть. Вот. Задний ряд тоже он для маленьких троих китайцев, да. Для двух здоровяков наших, может быть. Едет, я думаю, этот автомобиль крайне прилично. 200 лошадей на переднем приводе. Тут коробка Getrack, по-моему, да? 7-ступенчатая, если мне память не изменяет. Все верно. Да, едет она очень хорошо. Но ценник. Теперь поговорим о цене. 3 миллиона рублей, базовая комплектация на 150 сил. Я думаю, есть умельцы, которые могут уже и прошить ее,
и перепрошить. Извините, друзья, не получается полноценный тест-драйв прокатиться, но как бы я без записи, без договоренности просто приехал поснимать для вас. Вот. Сколько за трейд-ин скидка сейчас? Сейчас очень хорошие условия. Пойдемте. Да, пойдемте. Я только за. Друзья, если вы приедете в этот салон, который находится в Люберцах, этот салон бывший Мерседес, если кто помнит, здесь вот эту базовую отдают за 2 750 плюс-минус. Это скидка за трейд-ин и плюс салон сделает скидку. Мне кажется, Geely Preface за эту цену не купить явно. И у вас будет новый классный автомобиль. Ну что, зафиналим? 2 750 базовая Волга C50. Мне, конечно, режет ухо слово Волга. Автомобиль, который к Волге отношения не имеет вообще никакое. Ни к истории, к Волге вообще никакое. Но в целом будем называть Geely Preface, которая теперь Волга. 2 750 базовой комплектации, в которой есть передние и задние партроники, камера. В общем, в целом вся кожаный салон, хотя он не кожаный, да, он там с перфорацией, там, что немаловажно. Это резина, там, которая раньше называлась дермантином, сейчас называется эко-кожей. Как-то так. Ну, 2 750 с учетом того, что 50% и более скидка, вернее, рассрочка 001. Ну, хорошее подспорье, я бы сказал. Так что советую вам присмотреться к этому автомобилю. Как минимум прокатиться на нем, посмотреть, что он из себя представляет. А с вами, как всегда, был грузин, который живет на Марсе и очень сильно обижается, что вы не ставите лайки, не пишете комментарии. Если вы такой же любитель седанов, как я, напишите свое мнение. Мне будет приятно почитать. Всех благ, друзья. Мира нам всем.